Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовим очень вкусные и нежные пряники на творожном тесте. Рецепт получается по-настоящему бюджетный, и пряников очень много, почти 1,5 килограмма. Вот такие красивые, кругленькие. И я сейчас покажу вам, какое здесь замечательное тесто. Очень нежные и пышные, и они такие ароматные. Такие пряники точно не купите ни в одном магазине. И вообще даже по виду не скажешь, что тесто здесь творожное, но именно благодаря этому они получаются такие нежные. И очень просто и легко можно сделать вот такую целую гору замечательных пряников к чаю. И для рецепта мне понадобится в миску перекладываю творог. У меня творог домашний. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Добавляю яйцо, всыпаю сахар. Я не рекомендую уменьшать количество сахара. Пряники получаются в меру сладкие. Вливаю молоко, растительное масло. Добавляю экстракт ванили. Я буду добавлять 2 чайные ложки. Добавляю соль и специи. При помощи погружного блендера перемешиваю все до однородности. Посмотрите, у меня получилась вот такая полностью однородная жидкая масса. И теперь в нее просеиваю муку постепенно. Сначала часть муки и добавлю разрыхлитель для теста. Перемешаю сначала лопаткой. Добавляю еще муку, продолжаю замешивать тесто. Теперь лопатку я убираю и дальше буду замешивать тесто руками. В зависимости от того, какой у вас творог, вам может понадобиться больше муки или меньше. Я сейчас добавляю в тесто всю оставшуюся муку. Посмотрите сейчас, какое тесто у меня получилось. Оно вот такое липковатое. Не забивайте слишком сильно тесто мукой, тогда пряники получатся очень нежные. Рабочую поверхность подпыляю мукой. Выкладываю примерно половину теста, для того, чтобы удобно было с ним работать. Немного его так обваляю в муке, скатаю небольшую колбаску и разделю на части. Сегодня пряники я буду формировать руками. Можно, конечно, это сделать и вырубкой для теста, но сегодня я хочу сделать такие более округлые прянички. Каждый кусочек будет у меня весом примерно по 40 граммов. Округляю. Немного руки подпыляю мукой, так как тесто все же липковатое. Формирую вот такие прянички. Я хочу их даже сделать не совсем круглыми, а немножечко такими продолговатыми. Выкладываю заготовки на противень. Я его застелила силиконовым ковриком. Можно также использовать и пергаментную бумагу. Выкладываем на расстоянии друг от друга, так как тесто хорошо увеличивается в объеме. Отправляю пряники выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку, примерно на 20 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке, а также многое зависит от того, какого размера вы делаете пряники. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Посмотрите, какие красавцы получились. Они так замечательно увеличились в объеме. Обязательно оставляйте побольше расстояния. Видите, у меня некоторые прянички даже слиплись. Настолько они увеличились. Слишком сильно я их не зарумяниваю, для того, чтобы пряники оставались мягкие. Они такие просто воздушные. Перед тем, как покрывать пряники глазурью, они должны полностью остыть.
Всего из этого количества теста у меня получилось 32 пряника. И я сейчас вам просто хочу разломать один пряник, чтобы показать, какое здесь шикарное тесто. Во-первых, оно вот такое мягкое, воздушное. И внутри вы видите, какая красота. Конечно, пряники должны выстояться. После того, как покроем их глазурью, они должны часов 7-8 постоять. И тогда они наберут весь свой такой вкус. Пряники остыли, и я приготовлю для них глазурь. Здесь у меня 180 граммов сахарной пудры и молоко. В зависимости от того, какую сахарную глазурь вы хотите сделать, более густую или более жидкую, чтобы она покрывала более плотным слоем пряники, столько и добавляйте молока. Молоко надо добавлять постепенно и перемешиваю. Вот сейчас сахарная глазурь у меня еще немного густовато, добавлю еще немного молока. Всего у меня ушло примерно 5 столовых ложек. Вот я сегодня хочу сделать такую густую глазурь, чтобы она покрыла пряники плотным слоем, и они будут быстрее сохнуть. Я подготовила доску, застелила пергаментной бумагой, и на пергаментную бумагу буду выкладывать заглазированные пряники. И просто сейчас вот так пальцами обмазываю пряники глазурью. Они очень нежные, поэтому я не рекомендую сразу все пряники вот сбросить в миску и обмазывать глазурью, потому что здесь очень нежное тесто, и вы можете просто сломать пряники. Я все пряники покрыла глазурью. И посмотрите, те пряники, которые я покрывала глазурью первыми, фактически уже застыли. У меня глазурь густая, поэтому она подсыхает очень быстро. Для того, чтобы глазурь застыла, понадобится примерно около часа. Подсохшие пряники прекрасно снимаются с пергаментной бумаги. И получаются они вот такие замечательные, очень классные. Я уже пряник разломала. И сейчас попробую. Пряники получаются потрясающе вкусные. Эти пряники у меня постояли где-то еще часов 7. Я пробовала их, когда они были еще теплые. И вот после того, как они выстоялись, они просто божественные. Здесь такое нежное, мягкое творожное тесто. Очень ароматное, потому что я добавляла корицу. Друзья, я всем рекомендую приготовить и попробовать. Я думаю, и дети, и взрослые будут в полном восторге от этих пряников. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук, Позитивная кухня. Всем пока!